Всем привет! Сегодня сериал «Игра в кальмара». Только ленивый не делал обзор на этот сериал. Именно по этой причине мы не собирались не то чтобы делать обзор, смотреть даже мы не собирались. Но реклама и постоянные упоминания были такими назойливыми, что, думаю, начну смотреть, от меня не убудет. В конце концов, я ничего не теряю, кроме времени. В двух словах сюжет. Забава для богачей, наблюдать, как нищие убивают или подставляют друг друга ради больших денег. В общем, игра на выбывание не только из игры, но и из жизни. Таких фильмов и сериалов очень много. Если честно, я не люблю этот жанр, слишком много жестокости. В главной роли Ли Джон Дже. Я видела несколько фильмов с его участием, но как-то этот актер не произвел на меня впечатление. Хороших внешних данных у него, на мой взгляд, нет. Значит, должен очень хорошо играть. В фильмах, где я видела его раньше, почти всегда он играл очень успешных персонажей и, как следствие, был одинаков. Но здесь ему пришлось сыграть почти бомжа. Мне показалось, что он был очень убедителен и жалок. Я не знаю, чья это заслуга, режиссера или актера, но он уловил то состояние, когда человек, находящийся на дне, изо всех сил старается сохранить чувство собственного достоинства. Но ему это плохо удается, и для всех он выглядит жалким и презираемым. После этого сериала мне захотелось посмотреть что-нибудь еще с его участием. Анупам Трипати сыграл Али. В интернете нет биографии, родился в Индии. Состав участников игры, это я уже говорю про фильм, был мононационален. И странно, что пакистанец принял участие в этой игре. Или эта роль была написана специально под него. Вроде по экранному времени роль не такая уж значительная, но запоминающаяся. Сцена, когда он был обманут своим напарником, почти другом, и цена обмана — смерть. Наивные, простодушные, глаза полные слез не от страха перед лицом смерти, а от недоумения, непонимания, а ведь он так доверял ему. Эта сцена мне запомнилась больше всего. А меня удивило, что корейские работодатели могут по полгода зарплату не платить. Я вот думаю, правда это? Все туда рвутся на заработки, а там, возможно, могут так кинуть. По поводу обмана с этими шариками в игре я сразу понял, что противник что-то задумал. Я бы на его месте не согласился. Да и как можно было не проверить, что противник сделал с шариками, пока они у него были в руках? Действительно добродушный простак. Нельзя быть таким. Биография есть на английском. Он родился в Нью-Дели в 88-м. С 2006 по 2010 играл в театре, в 2010 поступил в Корейский университет искусств. Меньше чем за 2 года стал свободно говорить по-корейски. Он уже снялся до этого в очень многих корейских фильмах, на втором плане, в эпизодах. Режиссер сказал, что трудно найти хорошего иностранного актера в Корее, и выбрал его из-за эмоциональной игры и хорошего корейского. Чон Хо Йон, модель. Вроде это ее первая роль. Сыграла северокорейскую перебежчицу. Персонаж скорее положительный, чем отрицательный, несмотря на воровские наклонности. Персонаж был мне симпатичен своей прямолинейностью, немногословием и отсутствием подлости по отношению к своим друзьям по несчастью. Все остальные актеры были добротно хороши. Занятно, что количество подписчиков у нее резко возросло, намного сильнее, чем у мужчин. Если у Трипати с 10 тысяч до 2,5 миллионов, то у Чон Хо Йон с 400 тысяч до 13 миллионов. Но это устаревшие данные, на самом деле их уже больше. А еще до выхода сериала кто-то из группы Blackpink сфотался с ней на съемочной площадке, что уже заранее способствовало росту ее популярности. Наверное, больше мужчины смотрели, а для нас женский персонаж, даже если он второстепенный, порой имеет весьма немаловажное значение. Я вот подумал, когда был ранен бандит, откуда-то взялись нитка с иголкой, чтобы зашить рану. Значит, организаторы конкурса такие вещи могут выдать. Почему, когда она была ранена, она об этом не сказала? Какое-то несоответствие. Но, пожалуй, другой женский персонаж был ничуть не менее примечателен. Крикливая агрессивная баба, которая пыталась выжить любыми способами, что ей очень долго удавалось. Наверное, в жизни такие люди как раз так и живут. Выкручиваются из любой ситуации. И вообще, по моим наблюдениям, им почему-то больше везет. Вообще сериал не страшный, если учесть, что жанр триллер, напряжение от ожидания смерти, если не справишься с заданием, гораздо страшнее, чем сама смерть. Декорации на игре были похожи на конструктор и вообще казались чем-то ненастоящим, а серая безысходная реальность ужасала своей правдивостью. В корейских фильмах почти всегда звучит тема дорогостоящего лечения. Значит, эта тема актуальна для Кореи. Да что там Корея, эта тема стала актуальной и для нас. Когда я смотрела сериал, я думала о том, что советская идеология не была так уж не права в части звериного оскала капитализма. Разве в советской больнице не лечили бы мать главного героя бесплатно? Неужели кто-то поспорит с этим? Да, жалко, мать чуть-чуть не дождалась. Это все из-за нерешительности людей, в частности главного героя.
Если бы в первый раз они не отказались от игры, то закончили бы ее на несколько дней раньше, и он успел бы положить мать в больницу. А старик, который голосовал последним за отказ игры, специально проголосовал за, чтобы люди осознали, что их финансовые проблемы сами собой не решатся. В итоге почти все вернулись в игру. Как всегда, корейцы не ограничились производственным трагизмом на игровой площадке. Добавили по традиции семейно-драматические нотки, такие как умершая мать главного героя, не дождавшаяся денег на лечение от непутевого сына, мать погибшего одноклассника главного героя, участника игры, которая лишится магазинчика, братик северокорейской перебежчицы, ставший сиротой, вдова пакистанца и так далее. На мой взгляд, основной посыл сериала – капитализм не тот строй, на который нужно равняться. По ощущениям, игра в кальмара мне напомнила «Пентхаус». Ужас, цинизм, неотвратимость и полное бессилие маленьких людей, судьбы которых вершит кучка богатеев. Да при чем тут корейцы? Для всех таких фильмов трагизм – неотъемлемая черта. Если просто месить тела с кишками и мозгами, это будет не так интересно. Я иду искать, есть такой фильм, тоже игра на выживание, вот там больше комизма. Просто так как это сериал, у создателей было больше времени, чтобы раскрыть персонажей, показать их жизненные проблемы вне игры. Когда их всех согнали в одно помещение, я вспомнил немецкий фильм «Эксперимент» из-за большого количества участников. Правда, здесь их намного больше. Но все остальное время у меня была ассоциация с фильмом «Фан Хаус». Тот, который новый, просто есть два таких фильма. Вот эти люди в масках, часть из них с автоматами, все молчат, говорит только главный, прям точно оттуда взяли. Игровые элементы опять же, например, в том же «Эксперименте» они не играли вообще. Наблюдение зрителями шоу для интереса, организатор-богач, все это из фан-хаус. Вообще, элемент шоу, который меня когда-то поразил, я впервые увидел в фильме «Хижина в лесу». Но там приза не было, и в игры они не играли. Хотя я забыл еще про «Бегущего человека». В общем, древняя эта тема. Игры и приз были также в фильме «13». Очень много фильмов приходит на ум. Поэтому в плане сюжета и реализации игра в кальмара вообще никак не удивила. Но вообще сценарист давно все это придумал, просто никто не хотел снимать. Возможно, он доработал сценарий, поддавшись влиянию каких-то фильмов. Возможно, его просто посетили те же идеи. Но есть также манга, разные произведения, которые я не читал. Может, все авторы взяли идею оттуда. Я подумал, создатели прикололись над PlayStation. Я невольно улыбался каждый раз, когда видел этот символ из геометрических фигур. Это знаменитая соневская лохи. То есть, типа игра, игровая приставка, аналогия. Видимо так. Вроде бы не хватает крестика, но во время голосования мы видим тот самый крестик на кнопке, словно на кнопке джойстика. Так что все-таки все элементы символа игровой приставки были использованы. Но порывшись в интернете, я узнал, что режиссер сказал, что X используется в других приставках и на компьютере, а ему нравится только PlayStation. Скорее всего, он просто не хотел, чтобы Sony подали на него иск. Можно много спорить о достоинствах и недостатках этого сериала. Лично мне он понравился. Смею надеяться, что 111 миллионов зрителей, посмотревших этот сериал, слишком большая цифра, чтобы утверждать, что они все дебилы. Отчасти сбылась мечта Ким Ки Дука о том, чтобы корейская кинопродукция стала популярной и кассовой во всем мире. Меня удивило, что это самый популярный сериал за всю историю Netflix. Очень странно. Аналогичные фильмы, выходившие до этого, часть из которых я упомянул, были в меру популярны, либо вообще малоизвестны. Корейский бум делает свое дело, так как ничего нового, повторюсь, в сериале нет. Хотя смотреть было очень интересно. И прикол с символикой получился знатный. На этом все. Всем пока. Пока.